Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите видео с канала Полезное ТВ, а в этом видео я вам расскажу, чем нужно обработать ваши томаты, чтобы предотвратить заболевание такое, как фитофтороз. Ну и, конечно же, если ваши томаты уже заболели, то расскажу, как правильно принимать меры по искоренению этой болезни с вашей томатной грядки. И вкратце хочу сказать, что же такое фитофтороз. Фитофтора – это гриб, который при определенных погодных условиях селится на томатах, вызывая в этом потемнение листьев, а именно коричневые будут либо бурые пятна, также на стволе и на томатах. Соответственно, вы получите либо большой недобор вашего урожая томатов, либо вообще не получите никакого урожая. Если вы заметили фитофтороз на ваших томатах, то срочно принимайте меры, о которых я вам сейчас расскажу. А использовать мы будем суперсредство, которое я уже использую не первый год и получаю чистый и большой урожай томатов без химии и без особых проблем. А для приготовления рабочей смеси нам потребуются следующие ингредиенты. В первую очередь, это, конечно же, для того, чтобы уничтожить фитофтору, это аптечный йод. Производитель не имеет значения. Главное, чтобы он был еще гоже. Обращайте на срок годности. Также нам потребуется молоко, нежирное, где-то 300-400 грамм. Тут не принципиально, можете взять хоть пол-литра. Я сейчас все подробно расскажу, что для чего используется. И, конечно же, нам потребуется сам опрыскиватель. Как помните, я недавно говорил, что я такой опрыскиватель себе закажу. Вот мне его прислали. И теперь он мне облегчит работу, так как этот опрыскиватель под названием «Умница» на 12,5 литров имеет еще встроенный аккумулятор. И мне качать ничего не нужно будет. Все за меня будет делать компрессор. И, конечно же, ко всему этому нам потребуется вода. На мой объем томатов, который я вам показывал, понадобится всего лишь 5 литров. Но я вам расскажу еще и количество ингредиентов, которые нужно использовать на 10 литров. Также еще забыл сказать, нам потребуется либо пипетка, либо шприц. Объем как минимум на 2 кубика. Ну и теперь давайте приступим к самому приготовлению. Йода нам на 5 литров потребуется всего лишь полкубика. Если у вас нет под рукой шприца, можете взять пипетку, либо просто чем-то накапать. А капель нужно будет 20. Я их специально для вас померил и облегчил вашу задачу. Вот видите, полосочка на одном кубике и вот где-то приблизительно полкубик. Теперь мы берем этот йод, как видите, нужно работать в перчатках, и вливаем его в молоко. Молоко не кипяченое, уличной температуры. Все, вливаем до последней капельки. Затем при помощи любой палочки, либо чем вам удобно, ложечки, перемешивайте до однородной массы. Вот так вот, видите, теперь все у нас однородненько. Добавляем полученный раствор в нашу воду. Вода тоже уличной температуры. И тщательно перемешиваем до однородности. Можно дать даже пару минуточек настояться. И затем заливаем в опрыскиватель. Теперь вкратце расскажу, для чего нужны именно такие компоненты. Йод выступает у нас в роли антисептика. Если вы будете использовать этот раствор, как я, для профилактики, то йод, кроме того, что он защитит листья и ствол, а также сами плоды ваших растений от развития и попадания грибка на них, также он еще и подкормит ваши томаты. Хоть томаты и не испытывают сильного дефицита йода, но йод пойдет только на пользу. И самое главное, что он совершенно безвреден для человека. Также, если ваши томаты уже поражены фитофторозом, и вы будете использовать этот раствор для лечения, то йод легко справится с этим грибком и уничтожит его. Теперь второй компонент. Это молоко. Для чего оно нужно, тем более не сильно жирное. В первую очередь это будет как прилипатель. Молоко лучше прилипает к листу, соответственно делает, назовем так, маслянистую пленочку на листе. И так как в этой пленке будет находиться йод, то йод будет бороться с фитофторой, которая у вас есть уже на листах и также на самом стебле растения. И также сама пленка будет изолировать грибок от кислорода. Соответственно, он быстрее погибнет. Ну а для профилактики молоко предотвращает само попадение грибка на листы и на ствол ваших помидор. Все, раствор настоялся, теперь можно его и заливать в наш опрыскиватель. В этом опрыскивателе, как видите, предусмотрена сеточка, чтобы предотвратить попадание нерастворимых частиц, либо какого-то мусора, которое есть, например, на дне ведра, и тем самым никогда не будет ваш опрыскиватель засоряться. И большая горловина, что очень удобно заливать. Как видите, небольшой мусор был, а эта сеточка предотвратила его попадание. Здесь плотная резиновая прокладка, так как нужно создавать хорошее давление.
Но теперь я покажу, как правильно обрабатывать томаты, чтобы увеличить эффективность этого средства. Опрыскивать томаты желательно в утренние часы, либо же в вечернее время. Не использовать холодную воду, чтобы не поделать ожоги на ваших томатах и тем самым не навредить им. И, конечно же, желательно, чтобы ваш опрыскиватель имел вот такое же мелкое распрыскивание, как и этот опрыскиватель «Умница». Посмотрите, как отлично он опрыскивает. И как вы слышите звук, сразу подкачивается нужное давление, что мне не нужно останавливаться в работе при опрыскивании и подкачивать его снова. И наносить, конечно же, нужно как поверху листа, так же и из-под низу тоже опрыскивать томаты. Обрабатывать нужно тщательно, чтобы пленка покрыла весь лист, ствол и также сами томатики. И, конечно же, если попадаете на почву, то ничего страшного, это даже хорошо. Тем самым вы при помощи йода уничтожаете грибок, который как раз таки и находится на самой почве. Я вам давал рецепт приготовления такого раствора на 5 литров, а теперь расскажу на 10 литров. Здесь нужно будет в принципе увеличить только воду до 10 литров и йод с 20 капель до 40. Соответственно, если вы будете использовать шприц, то всего лишь 1 кубик нужно будет вам влить йода на этот объем воды. Молоко оставляем в том же количестве 300-500 грамм, его будет достаточно даже на такой объем. И посмотрите, как удобно, быстро и легко работать таким опрыскивателем. Я не прерываюсь на остановке и подкачивании воздуха в опрыскивателе, за меня это делает компрессор, тем более он сам знает, какое давление нужно создавать, чтобы было плавное и хорошее опрыскивание. Главное, чтобы был аккумулятор заряжен. Также объем этого опрыскивателя идет на 12,5 литров, соответственно можно обрабатывать свой огород безо всяких проблем и даже большие плантации. И с тем учетом, что лямки этого опрыскивателя выполнены из мягкого материала, и также на самом опрыскивателе есть специальная поролоновая накладка, которая прилегает мягко к спине, и соответственно никакого дискомфорта вы не ощущаете. И вот сейчас у меня в опрыскивателе налито 5 литров и веса вообще не чувствуется, соответственно такой опрыскиватель отлично подойдет для людей в возрасте. И также разобраться в его управлении сможет и стар, и мал, так как там всего лишь одна крутилка, которой вы включаете этот опрыскиватель и которая регулирует само давление. Приобрел я такой опрыскиватель в интернет-магазине 7 семян, ссылку на него вы найдете в описании под видео. А так как я у себя на участке выращиваю не только томаты, а еще виноград, другие растения и плодовые деревья, то опрыскивать мне приходится очень много по сезону от болезней и вредителей. И соответственно с этим опрыскивателем я экономлю очень много времени, которое могу потратить на создание новых видео, а также на ответы в комментариях. И поэтому, если у вас остались какие-то вопросы по этому видео, задавайте их в комментариях. Кому понравилось, поставьте лайк, не забудьте поделиться этим видео в соцсетях с друзьями. И также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Я вам желаю больших и здоровых урожаев и встретимся в следующем видео. Пока!